Обзор экономики РФ с 9 по 15 марта 2026 года. Прошедшая неделя в России отметилась волатильностью инфляционных ожиданий и подготовкой рынка к ключевому решению ЦБ. 1. Инфляция. Локальное ускорение. Главной новостью стали данные Росстата, зафиксировавшие прерывание тренда на замедление цен. Недельный рост составил 0,11% против 0,08% ранее. Годовой показатель. По оценке Минэкономразвития, инфляция на 10 марта поднялась до 5,84% с 5,72%. Причины. Основное давление оказал продовольственный сектор, плюс 0,13%. Несмотря на это, темпы остаются в рамках прогноза ЦБ, который ожидал к концу марта около 6,3%. 2. Банковский сектор и решение ЦБ. Рынок живет в ожидании заседания Совета директоров Банка России 20 марта. Ключевая ставка сейчас составляет 15,5%. Эксперты разделились, одни ждут паузы из-за ускорения недельной инфляции, другие – символического снижения для поддержки бизнеса. Кредитный рынок. Статистика НБКИ за февраль показала рекордный уровень отказов по розничным займам – 81,8%. Банки крайне осторожны в условиях дорогого фондирования. Ипотека. Объем выдачи в феврале составил 290,3 миллиарда рублей, 66,3 тысячи кредитов, что подтверждает охлаждение перегретого рынка недвижимости. 3. Бюджет и сырьевой сектор. Ситуация с государственными финансами остается напряженной, но управляемой. Дефицит бюджета. За первые 2 месяца 2026 года он достиг 1,5% от ВВП, что почти сопоставимо с годовым планом – 1,6%. Минфин списывает это на крупные авансовые платежи. Нефтяной фактор, рост котировок Уралс до $70-80 за баррель на фоне ближневосточной напряженности, может принести бюджету до $4,9 миллиарда дополнительных доходов уже в марте. 4. Фондовый рынок. Российские индексы продемонстрировали устойчивость, несмотря на неопределенность. Индекс Мсбиржи за неделю подрос на 0,5%, закрывшись на уровне 2869,46 пункта. Лидеры рынок тянули вверх ожидания по дивидендам Лукойла и других нефтяников, в то время как металлурги, Норникель, торговались слабее из-за цен на сырье.